Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий Балашов на связи со мной прямо сейчас. Геннадий, здравствуйте. Приветствую. Геннадий Викторович, начать наш разговор я хотел бы с африканских друзей, которые в Константиновском дворце встречаются с Путиным. Ровно вот еще вчера были они в Киеве, там не слышали обстрелов, предлагали свои 10 пунктов мирного плана. Теперь они, собственно, в Петербурге вот прям настоящие миротворцы. Есть перспективы, как вам кажется? У любых переговоров есть перспективы. Назовем это так, зондирование почвы. Через африканские страны. Эти дипломатические каналы продолжают работать. И это скорее изучение пациента. В данной ситуации пациентом является Путин, потому что последняя неделя показала, что иногда он ведет себя странно неадекватно и создается впечатление, что он не в теме. В начале встречи с военкорами, странные его высказывания, часто ответы не впопад, ну и то, что неделю сидели на карантине. И вот африканские лидеры приезжают там, и опять же Валдайский, Петербургский форум экономический, и там опять куча несуразностей, которые несет Путин. Про жидов, про Бандеру, про вообще какие-то обиды личностные. В общем-то, сваливается в такое детство, инфантилизм, и это скорее уже его изучают как пациента. Ну и встреча с африканскими странами, это для него уже, наверное, уровень. Если приехал Алжир, Египет, это уже его уровень. Геннадий Викторович, так а перспективы вот этих 10 пунктов? Ну, это понятно, что изучение пациента, прощупать почву, но есть же... Хорошие, сглаженные пункты, которые могут лечь на стол переговоров, которые, в общем-то, ничего особо и не говорят. Как бы они есть, но мы видим по поведению Путина и его заявках на эти территории, что он пока еще даже и не приблизился к этим пунктам, которые они заявили. Ну, кроме разве что зерновой сделки, потому что им надо удобрения и зерно туда поставлять. А в целом мы видим, что неадекватность Путина заключается в том, что он, судя по всему, не понимает реальное положение дел. Его, наверное, продолжают пичкать искаженной информацией с линии фронта о том, что происходит в мире. И он еще, может быть, он и получил информацию о том, что он воюет уже с 51 страной, и что снабжение Украины не остановится никогда уже до победы. Но он еще, к нему мысль о том, что вывести просто войска – это лучший выход для него. Ну, наверное, он этот вопрос не рассматривает в силу того, что сама война в Украине – это укрепление его власти. Потому что единственное, как он может остаться у власти, это продолжая поддерживать конфликт в Украине. Продолжая его на десятилетия. Вот то, что мы говорили с тобой, что Путин, наверное, все-таки хочет, это слово не нравится уже моей супруге, закохтиться где только можно и продолжать на десятилетия уйти в войну. Во всяком случае, в этой иллюзии он находится. Ну, О мире, во всяком случае, он даже не заикается. О перемирии, они хотят перемирия, и Путин хочет. Но он хочет на тех рубежах, на которых стоит. А этого не будет уже никогда в силу того, что вложены огромные деньги, и все равно будет нарастать давление украинской армии на фронтах. ну, давление будет нарастать, но как-то оценки нашего наступления, начавшегося, ну, на западной, как бы, в западной прессе так себе, да, далеко не самое радужное и оптимистичное. Соответственно, это накладывается на некий политический фон. Как вам кажется, Америка торопит Киев наступать? Я думаю, нет. Я нахожусь в Америке и изучаю вблизи американцев. Здесь процессы настолько растянуты, насколько можно. Но подготовка настолько основательна, что просто до предела. Здесь ничего не делается быстро. Поэтому они всегда фундаментально готовят тылы, фундаментально готовят ремонтную базу, с наскока ничего не делают. Это скорее пресса раздула и социальные сети раздули ложные ожидания. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, мы понимаем, что любой шаг
который там к победе, он подразумевает под собой огромные вложения в тылу. И прежде всего вот этой базы, которую закладывают американцы. Поэтому у них ожидания не изменились, у них планы не изменились. Даже если они натыкаются на какое-то большее сопротивление, чем они ожидали, то они все равно, значит, посмотрят с другой стороны и ударят по тому же месту уже большими силами. Сделают корректировку. Я тебе скажу, американцы никуда не торопятся. Это русским надо торопиться, в силу того, что это они под санкциями. Америка продолжает жить комфортной жизнью, экономика развивается, и вложения в Украину нарастают с невероятной скоростью. Поэтому ничего не остановится, и мы слышали заявления политиков американских и европейских в том числе, они будут снабжать Украину до упора сколько надо. И речь не идет о последнем украинце, бросать в бой всех украинцев и убивать их. Нет, речь идет о снабжении уже большим и большим и большим оружием, насколько можно. Да и по пабликам российским мы видим, что они, конечно, там принижают роль техники, но на самом деле техника сделает эту войну. Технологии сделают эту войну. Уже все сильно изменилось. В силу того, что Россия просто очень большая, ее разгромить армию, достаточно времени надо потратить, чтобы не потерять свои силы, людей не потерять. Поэтому запрягают они долго, но бить будут и тоже долго. Ну, одно дело замахнуться для того, чтобы ударить, другое дело ударить. Мы видим, что странные вещи происходят в как бы стане союзников. То в Британии нашего доброго, старого-то друга, чуть ли там не национального героя, Бориса Джонсона, Джонсонюка нашего, как изображает британская пресса о том, что он соврал по поводу вечеринок. Байдена, который, ну, как бы по-разному выступает, и там что ни день, то новое приключение. В коррупции вон поймали. Говорят, не 10 миллионов его семья, а 30 нажилась. То есть получается какая-то очень интересная закономерность. Те, кто поддерживает Украину, тот или коррупционер, или лжец. Да, какие смешные цифры, да? Президент Байден 30 миллионов обменяется. Для нашего президента и для президента России это просто смешные цифры, да? Для коррупции в Украине, для коррупции в России там какая-то вечеринка, человек соврал в парламенте, да? По нормам Украины и по нормам России это вообще нормально соврать. У них врет постоянно президент, наш президент украинский тоже врет. У нас же ведь постсовок, и мы настолько привыкли врать, что мы даже уже перестали замечать. У нас врет все общество, у нас ворует все, кто сидит на государственных должностях. У нас в честного тяжело пальцем попасть. Поэтому, когда наши паблики начинают обсуждать коррупцию в Америке, это смешно даже слышать. Или о том, что Джонсон там что-то про вечеринку соврал, обманул свой парламент. Но нам следует задуматься, насколько скрупулезно англосаксы относятся к слову, к вранью политика. И что нашим политикам надо меняться. У них меры общество принимает, чтобы политик не врал. А вот украинское общество, российское общество, белорусское общество, постсоветское общество, вообще нормально народ это съедает, что их правители лгут день и ночь. И ни слова правды никогда не говорят ни своим избирателям, ни своему истеблишменту, ни поступки их правдивыми не бывают. Поэтому даже как-то смешно обсуждать там, условную коррупцию Байдена. Да, у них в избирательной кампании будет это все использовано против Байдена во внутренней политике, но это следует нам задуматься о том, как далеко в своем развитии мы находимся от американского общества, от общества Великобритании и от европейского общества, где недопустимо политику на должности врать вовсе. Его будут всегда ловить за это и сбивать с политического Олимпа, как Джонсона сбили с политического Олимпа просто за вранье. Это невозможно ни в Украине сейчас, ни в России. И в этом нас роднит, что мы такой же Украина постсовок, как и Россия, только постсовок наоборот.
И нас, к сожалению, сталкивают в силу того, что мы лживый постсовок. Но, слава богу, нами хотя бы руководят англосаксы, которые привьют нам любовь к правде и заставят через поколение общество все-таки быть не лживым. Уйдут эти политики, которые сейчас лгут, придут новые, и, возможно, они будут больше похожи уже на англосаксов. И дай бог нашим обвинять президента в том, что он украл только 30 миллионов, а не 300. Потому что я-то как бы жил долго на Печерских пагорбах и знаю, что каждый премьер-министр оценивался, его пребывание на посту, в 300 миллионов долларов в год, если он просидел. Вот столько зарабатывали наши. Поэтому говорить о их, лучше о своем. Знаешь, как в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не видишь. Ну да. Давайте о наших. Я вот, знаете, вот неожиданно зайду на эту, как бы по теме государства, отношения гражданина и государства. Каховская ГЭС. Страшная трагедия, ужасные последствия. Многие потеряли все, да, жилье, место, где они были. Ну, вода сходит потихоньку, и последствия, конечно, требуют участия и государства, и служб, и вообще людей, и волонтеров. Много волонтеров откликнулось. Вот по нашу сторону украинскую помогают. Причем там помогают и в оккупации тоже людям. И тут как бы самое время не то что сравнить Россию и Украину, а отметить. Вот у себя в телеграм-канале вице-премьер Верещук написала, что 11 тысяч гривен, ну, с копейками там, да, будет единоразовая выплата каждому пострадавшему. Таких пострадавших чуть больше 100 тысяч. И как бы с гордостью преподносится, что 11 тысяч разовой выплате гривен – это 5 тысяч от государства и 6600 от ООН. Да. Ладно там наше государство. Так а ООН могли больше дать? Потому что вот если мы смотрим на там условно, не по каховской истории вот этой, там пока все совсем по-другому, но вообще вот на цифры, да, миллионы, сотни тысяч, которые выплачивают, там дают дома, как-то помогают отстроить, ну, в оккупации, да, людям, ну, на большой российской земле. Оккупация это как бы там по-другому все, там особо никто не помогает. Но, а у нас вот 11 600, на, получи и как бы живи дальше. Так Запад может о человеке позаботиться? Запад может позаботиться и заботиться о человеке настолько, насколько он считает нужным. А в данной ситуации дареному коню в зубы не заглядывают. Знаешь, обсуждать, сколько дал Запад, надо обсуждать о том, а почему мы живем в обществе, в котором ни один дом не застрахован, и страховые компании не выплачивают. Почему сама система общества не работает. И почему людей довели до крайней нищеты, теперь войной их смыло, и теперь мы обращаемся в ООН, дайте нам помощь. А само государство, которое довело до этой нищеты, ничего не может сделать и только выпрашивает помощь, как и оружие, впрочем, по всему миру. И та же самая проблема во всех постсоветских государствах. На сегодняшний день основной враг граждан этих государств. И на самом деле нам надо менять государство, государственное устройство, которое сейчас устроено так, что наживается истеблишмент и тот, кто на государственной службе. И я еще раз говорю, что это все роднит весь постсовок. Потому что люди, к сожалению, не могут требовать своих прав. И правила у нас установлены такие, что они превращаются в нищих, а в это время истеблишмент ест на золотых тарелках. Поэтому, когда он дает, слава богу, что дают. Опять же, я говорю, дареному коню в зубы не заглядывают. Дали и хорошо. Дадут еще и тоже хорошо. Я тоже прочитал, что американцы собираются примерно там, не такую большую сумму на каждого еще добавить, там 2500 гривен. Кажется, это немного, но мы же должны понимать, что они и так тянут Украину полностью на содержание. Мы сейчас
у Европы и Америки. Надо не забывать, что мы получили уже порядка 40 миллиардов. А Что сколько, мы за войну получаем больше, чем мы зарабатывали в бюджет до сколько войны. вот там, да, ну, вы, наверное, встречали эту новость, 650 гуманитарных грузов для ВСУ пропали. Пропали. Пропали, воруют. Вот сколько это стоит? Ну, это Ты грузы мне с скажи, Запада, которые едут понимаешь, в Украину. если мы вот смотрим, вот украли, арестовали, украли. А когда мы копаем вглубь, украло государство. Всегда украл государственный чиновник. Украл тот, кто сидит на должности, и у него есть возможность украсть. Есть возможность, украдут. Да, украли. Да, у нас глава Верховного суда взял взятку в 2,7 миллиона. У нас каждый день происходит событие, когда крадут. Но журналисты любят это обсуждать, как крадут. Вот украли, посадили. А вы загляните вглубь. Кто украл? Всегда чиновник. Почему чиновник украл? У него есть возможность. Почему у него есть возможность? Государство такое. Пока у нас такое государство, красть будут все. И я уже 25 лет говорю. У нас крадут все на государственной службе. У нас в государственную службу идут, чтобы красть. И другого цели, когда человека назначают на военную администрацию, чтобы красть, чтобы контролировать потоки, чтобы обеспечить избирательный фонд. Это и есть лживое государство. Поэтому украли, да, ну и что? А что обсуждать? Завтра еще украдут. Завтра будем это обсуждать. Когда надо обсуждать, а что надо сделать, чтобы больше не крали? Надо убрать базу воровства. Государственные предприятия, наконец-то приватизировать все 3,5 тысяч, потому что это предмет воровства. Вот железная дорога. Опять разоблачили на железной дороге. Оказывается, крадут. Так там 30 лет крадут. И будут красть, пока железная дорога государственная. Вот Одесский припортовый. 30 лет крадут. И будут красть дальше, пока Одесский припортовый государственный. И любое государственное предприятие возьмешь, это коррупция. То же самое с гуманитарной помощью. Вся гуманитарная помощь, которая контролируется государством, там крадут. И по-другому не будет. Потому что есть возможность, а люди лживые, контроля над ними нет. Да и вообще, если государство занимается гуманитарной помощью, будут красть. Вот такая вот Ну, у нас беда это с с государством. государством беда бесспорно. Но ведь я же, смотрите, почему так, да, вкручиваю этот факт в беседу. Потому что Запад, ну, помог украинцам и Украине не шибко при вот этой катастрофе на Каховской ГЭС. Вот Одной из катастроф, в череде других катастроф, нельзя рассматривать Каховское прорыв дамбы и помощь Запада как отдельно от всей остальной гуманитарной помощи. Смотри в целом сколько. Само государство Украина получило за год порядка 40 миллиардов долларов. И эти деньги уходят на самые разные вещи. Но проблема заключается в том, что из этих 40 миллиардов, я тебя уверяю, 10 миллиардов они украли. По разным причинам. И когда мы заглядываем внутрь этой матрешки, что кто сидит на потоках? Почему люди, которые 30 лет обворовывали государство, сейчас занимают первые места в иерархии? Вот там возьмем Министерство обороны. Ну, разоблачали. А министр как сидел на месте, так и сидит. И его не убирают, потому что он решала. Он один из тех решал, которые нужны нынешнему политическому руководству. И само политическое руководство страны назначает на эти должности тех людей, которые будут красть. Они изначально их назначают, чтобы они крали. С условием, вот поедь в Одессу, мы тебя назначим главой администрации, ты возьмешь под контроль и гуманитарную помощь. Вот нового прокурора там Киева отослали туда. Зеленский его представил. И знаешь, какая мне мысль интересная? Я задумался. Вот часто наши люди говорят, вот смотри, Ермак плохой, Татаров плохой, там те чиновники плохие, все их назначил. Кого из тех, кого назначил Зеленский, любят люди? Вот любят. Вот кто из чиновников, кого любят?
Вот Залужного любят, но его Зеленский не назначал. А вот из тех, кого он назначил, кого любят люди? И получается, что Зеленский назначает нам, вот этот весь истеблишмент, которого мы ненавидим, Решал назначает. А И когда мы Зеленского говорим, что все бояре любят. виноваты, Вы же видели по да, а социологию? Зеленского любят. Да. А люди должны задуматься, а почему Зеленский назначает этих людей? Что других нету? Что ты не можешь сам вникнуть хотя бы немножко и создать хоть что-то? Поэтому мы должны задуматься, что рыба все-таки гниет с головы и ворует у нас по причине того, что во главе государства оказались люди, которые мало того, что не были готовы к политической деятельности, они не были готовы к управлению государством. Они сейчас доводят государство до того, что все воруют. Все воруют. И менять надо рыбу. С головы отрубать. Поэтому у нас, к сожалению, люди никак не могут осознать, что вся беда в том, что у нас кому-то даны огромные полномочия по назначению всех и вся в стране. У нас не работают институты, которые должны назначать этих людей. И борьба идет вокруг того, как выбирать правящий класс, откуда они появляются. Потому что у нас меняется первое лицо, он приходит и по своей воле назначает кого хочет. Вот он поназначал в течение 4 лет, поназначал тех, кого мы не любим. Не нравятся они, воруют они. Но обвинять мы должны прежде всего того, кто их назначал. И с какой целью назначали Резникова, с какой целью назначали в Одессу этого бывшего прокурора, до этого люстрированного. С какой целью вообще назначаются эти люди? И кто их назначает? Потому что, возможно, Зеленский не владеет ситуацией, ему, значит, говорят, кого назначить, он назначает. Но тогда мы говорим, а зачем люди выбрали человека, который не понимает, кого назначает? И вернуться в 19 год, а кого вы тогда выбирали и что вы рассчитывали получить? Вы выбираете артиста, ну и получите артиста. Он вам будет играть на телефоне каждый день свои обращения. Вот каждый день будет обращаться к вам. И назначать людей, которых вы не будете любить. И которые будут воровать. Но И мы не будет вам усердно менять будем дальше любить его. Потому что, как же? Ну, я не его знаю, не кто любить? любит сейчас уже, но у каждой любви есть предел. И я думаю, что количество ошибок, которые уже надопускал Зеленский в политике, как слон в посудной лавке, по сути, похитив всю власть в стране на сегодняшний день и пользуясь прокурорами, вот последний случай с Павелко, это же явно травля человека, явно у него отобрали и залог, и неожиданно посадили на 60 дней. В суде, в котором его не должны были судить, во Львовском, Шевченковском, и отвезли на 60 дней. Как ты считаешь, эти люди очень довольны руководством страны, и он на сегодняшний день весь эстеблишмент загнал, потому что все теперь боятся прокуроров. Любого просто по беспределу на временное задержание ведут. Сам в этом поучаствовал. Меня так же само заказали из администрации и посадили. Слава богу, там я просидел 21 день. Слава богу, вышел. Но я еще долго буду возиться с судами, которые мне организовала администрация президента. Поэтому мы должны помнить, что они развязали в страну. Они развязали травлю всех, кто им не нравится. Они не подпускают близко никого к государству, а сами не могут управлять. Мы должны констатировать, что сегодня политический истеблишмент не справляется с управлением страной. Единственное, что нас спасает, что нами руководят англосаксы. И не дают ему управлять армией. Не дают им возможности переназначать там генералов. И это, слава богу, армия еще воюет. Контролирует каждый снаряд. Они контролируют. Наши не в состоянии. То, что творится в Министерстве обороны, каждый раз оттуда вылазят новые цифры. Яйца по 17 – это только цветочки. Поэтому, а всех этих людей не только назначил, но и сохраняет на должностях господин Зеленский. И мы, когда обсуждаем его окружение, ругают там Ермака, Татарова, но их назначил Зеленский. Именно Зеленский виноват в том бедламе, который происходит с прокурорами сейчас в стране. Они развязали настоящую войну против людей. С тем бедламе, который сейчас с налоговой, которым тоже дано задание «собирайте деньги из бизнеса» во время войны. Этот весь бедлам устраивают люди, которые... Может, он хочет что-то хорошее сделать, но не способен, не может. Он не может создать нормально функционирующее общество, которое
само должно производить и работать. Он скатывается в авторитаризм. А это приведет к тому, что мы увидим, он вообще ни с чем не справляется. Вон, посмотри на Путине, к чему приводит авторитаризм и диктатура. Человек просто начинает сходить с ума в силу того, что он не справляется с управлением Россией. Не справляется с управлением таким государством. Он просто дал на откуп своему окружению воровать все, что видно. И обворовали армию в результате. Вот и у нас происходит то же самое. Не назначают людей по профессиональным качествам, а назначают по преданности, сколько занес. И думают, что пропетляют. Не Ну и пропетляют сколько, уже. конечно, там будет дальше заносить. Ну, потому что есть как-то регионы на откуп. Ну, это если про Россию, да. Ну, про Украину тоже есть такая история. Та же самая процессы происходят практически одни и те же. И людей поддерживают в том плане, что у людей есть энтузиазм, отбиваются там, киевляне хорошо себя ведут. Вообще украинцы оказались на порядок выше, чем их власть. Они опередили сейчас администрацию президента и правительства на порядок, на голову, волонтеры. Но государство, оно же начинает присваивать себе победу. Оно уже начинает назначать победителей, кто будет триумфатором. Они сейчас обсуждают, как они будут не то что делить, а управлять помощью, которая будет идти на строительство и отстройку Украины. Но они же ничего не умеют. Они ничего никогда не делали. Они выступали на сценах, хорошие сценарии писали, хорошие парни. Все хорошо. Юристы, много юристов, сплошные юристы, все юристы и прокуроры. Но проблема в том, что они затравили уже общество, которое не только под ракетами сидит, но оно еще и страдает от чиновников, которые каждый день меняют правила игры в силу своего непрофессионализма. Кто назначил Гетманцева? Кто его поддерживает? Зеленский. Ну и все. Вот и все претензии. Не к гуманитарной помощи ООН надо предъявлять, не к американцам, которые много-мало пушек дали, сколько дали, столько дали, а к своему политическому классу, который оказался неспособным. И только из-за того, что идет война, люди как-то больше некому доверять. У нас один главнокомандующий. Они ему придумают ложные победы, типа не убежал. Но это не победа, не убежал. А кого ты назначил? Что ты сделал, какую реформу? А ты распродал все государственные предприятия, которые не нужны государству, являются коррупционными кормушками. Нет. А ты сделал людям хорошо с налогами, чтобы они разобрались хотя бы в этом. Ты защитил их от Гетманцева. Ты вообще назначил человека, который будет делать налоговую реформу в Украине, на которого мы могли бы посмотреть. Вот этот человек, вот мы же знаем, воюет генерал Залужный, он управляет войсками. Все понятно. А кто у нас управляет налоговой? И куда мы придем с такими налоговиками? Куда мы придем с этими прокурорами, ранее люстрированными? Куда мы дойдем с этими судьями? Когда Зеленскому надо, он уничтожит все, что угодно. Когда ему надо. Когда ему внушать его окружение. Но они же ему не внушают, что, извини, у тебя под боком Печерский суд, который тебя же завтра будет и сажать. Вот все эти вопросы надо занимать своему истеблишменту, своему политическому руководству. Но легко перевести. Разворовали очередную порцию гуманитарной помощи. Кто? Государство. Кто назначил чиновника? Администрация президента. Других назначателей у нас нет. А то, что они сейчас с мэрами делают, так это еще один вопрос, который задается президенту. Вместо того, чтобы развивать местное самоуправление, вы начали его уничтожать. Уничтожаете в Одессе местное самоуправление. И понятно, прокуроры завели кучу уголовных дел, таскаете его, но вы перебираете власть на военную администрацию и туда присылаете люстрированного бывшего прокурора. То же самое в Полтаве делаете. Ну, все же, и что все же непонятно, видели что там вот этот, борьба за газ. эти фотографии, да, Стефанчука с Киваловым. Кивалов. А в это время, да, миллионеры, миллиардеры из старой власти находят подходы к нынешней власти, к депутатам, подкупают их, начинают дружить, обниматься. Эти все обнималки неспроста, они готовятся к выборам. И понятно, что Кивалов в Одессе влиятельный. А самое главное, у него есть деньги. И он им их предложит.
И они ему, не ему, Кивалову, не Кивалов пойдет завтра с зеленой командой в парламент, а его люди. Кивалов уже не пойдет в парламент, и в правительство не пойдет. Но его юристы, 3, 4, 5 человек пойдут. И за них он заплатит. Так же, как когда Зеленский шел в парламент с его зеленой командой, он говорил, всех до 40 лет берем, там, или как там, всех, кто не был в парламенте. Так вот, ему в этот парламент насадили всех из офисов олигархов, крупных бизнесменов и крупных госкорпораций. То есть фактически решал. И мы видим сейчас весь состав парламента зеленых. Это решалы, которые работали в офисах вот этих вот зашкваренных. Сами они уже не могут идти, но тогда мы вам 3-4 своих юриста или адвоката дадим. Геннадий Викторович, Один у него был назначен вы Богдан, решала у Коломойского был. Второй назначен, решала по Киеву был. Третьего назначит решалу. Вы сказали очень важную мысль, ну, как мне показалось. Эта мысль, она заключается в том, что украинцы опережают, ну, верхушку, условно. Коллективно общество украинское, оно опережает верхушку, которая там живет еще, ну, опаздывает, не успевает за обществом. Я очень осторожно вас спрошу, ну, но это прям очень важно, да. Я вам там привел, пас сделал по поводу социологии, кто кого любит, не любит. Но мы понимаем, что такое социология в военное время. Ну, это, ну, как бы, это не социология. Но, тем не менее, нам говорят, что общество все поддерживает войну до победного конца, движение вперед. Просто здесь очень важный момент. А есть вообще возможность, когда вот есть там усталость от войны, ну, это как бы исторический научный термин, это не то, что там, это процесс общественный. Есть какие-то там разочарования, есть какие-то другие эмоции. Вот был такой период, вот на мгновение, даже вот показалось, что президенту уже, ну, сложно тащить. Вот он прям тащит. Прям так вот на каких-то выступлениях, это где-то возле, ну, в районе годовщины было, ну, вы помните, да, проявление публичное президента, и он говорит, что вот мы победим, там до границ выйдем, все сделаем, и видно, что было, ну, по нему было видно, что тяжело ему это дается, он несколько раз потом упрекал украинцев, которые там отдыхают, чего-то делают, ну, скажем так, ну, в клубах отдыхают, устали, расслабились, киевляне расслабились, еще кто-то расслабился, что нужно собраться. Вот он мотивировал. А может оказаться так, что, ну, украинцам надоест воевать, и они будут искать другим путем решить проблему войны, а верхушка, элита, ну, она уже отрезала себе все отходные пути и будет вот стоять на своем. К чему это приведет? Ну, давай так. Наши люди уже находятся давно в постоянной, безусловной депрессии от войны. Потому что жить под ракетами, когда прилетит, не прилетит, сообщения каждый день, вздрагиваешь ночью, просыпаешься, читаешь, что прилетело на Киев, не прилетело на Киев, на какой город ты выбрал, неожиданный выбор этих кинжалов, ракет, обстреливают, и, конечно же, усталость наступает. Но влияет ли это на состояние общества в том плане, что мы должны победить? Вот за все эти страдания мы должны победить. И общество, раз мы так истрадались, раз мы так это все на себе перенесли, так думают люди, которые живут на территории под бомбами, мы должны победить. И это общество хочет. Должна быть награда. И в данной ситуации вопрос не в усталости, а вопрос в вере в то, что мы победим. И в этом нас сильно подпитывают и американцы, и европейцы заявлениями политиков. Они говорят о том, что мы с вами будем до конца, и вы победите. Вы должны выбить российскую армию с территории Украины. В этом ваша победа. Вы уже победили, но вы должны выгнать оккупанта со своей территории. И тут вопрос не в усталости. Усталость есть, и депрессия есть, из нее долго будет общество выходить, а в ожиданиях. И, конечно же, и в том числе и от руководства страны ожидают, что они тоже должны страдать, а не получать награды. Потому что у нас сейчас так складывается, что весь народ страдает, теряет имущество, воюет жизни, а круг лиц, которые
приближенный к администрации президента, набивает карманы, наживается. И ему война получилась как мать родная. Потому что зарабатывают на войне не те люди, которые выпускают товары и продукты, а те, которые занимаются, ну, как обычно, интенданты. Поэтому усталость скорее от государства у нас. И ожидаем, что все-таки победим и будут большие изменения в государственном устройстве. Люди устали от этого совка, от отношения, в том числе и правительства, и того же администрации президента к людям. А к людям они относятся плохо в силу своей непрофессиональности. Они начинают от людей уже защищаться. Им люди начинают мешать. Люди слишком много требуют. Люди начинают слишком много контролировать. Слишком много, считает руководство государства, у нас демократии. Поэтому зажмем Люди ее. хотят после 22 в ресторан пойти, да? Вот какие? Да, хотят. Им надо тоже расслабиться. Но государство им не даст. Государство им не даст. Потому что чиновник ночью будет праздновать сам и радоваться. Бухать в кабинете. Или в закрытом ресторане будет сидеть. И они это делают. Потому что когда такой шквал денег валится на голову вчерашнего клерка несчастного, то он сходит с ума. И ищет приключений себе на задницу. И тут и проститутки идут, тут и кокаин идет, тут и алкоголь идет. Все. Потому что вот не идет им на пользу война физиологически. Вроде бы они наверху все сидят. Вот посмотри, команда зеленых. Они все плохо выглядят. И не от усталости войны, а от своего непрофессионализма. Потому что они ничего не решают в этой войне. Без них решают англосаксы и европейцы. И через армию. И их контролируют. А они делают вид, что они что-то делают. Но на самом деле их профессионализма просто не хватает на то, чтобы что-то делать. В результате алкоголь, кокаин и все остальное для чиновников уготовано. Или прятать деньги куда-нибудь. А это сейчас сложно. Их будут ловить, их будут сажать. А самое главное, что они физиологически сами себя убивают. Посмотри, как за 4 года начал выглядеть президент. Как выглядит глава администрации. Как выглядит замглавы парламента. На палочке ходит уже с палочкой. Как выглядит главный парламентарий страны. Все это нездоровое для них. Они потому что получили власть неожиданно, не были к ней готовы, и власть их сейчас убивает. А я должен сказать, абсолютная власть убивает абсолютно. Посмотрите на Путина, в дурачка превратился. И неделю он нам демонстрирует дурачка, потому что абсолютная власть превратила его в дурачка. И теперь весь мир разводит руками. Так он же дурачок. Он просто дурачок. Так вот и с нашими делаются то же самое. Люди не на своем месте оказались. Так же, как этот Путин окурок оказался не на своем месте. Условно говоря, окурок оказался в пачке Мальборо. И думал, что он Мальборо. А он окурок Примы. И не справился с ситуацией. Россию погубил. Истеблишмент погубил. Всех окружения погубил. Но проблема заключается, что постсовок точно так поступает и с нами. Мы выбрали непрофессиональных людей. Они назначают нам решал и сами себя губят. И общество их еще и добьет после войны. Потому что оно будет злое. Оно их обвинит в том, что они не профессионалы и не справляются с ситуацией. Ситуация сложная для политического истеблишмента. И они вместо того, чтобы подчиняться англосаксам, становиться лучше, они становятся хуже и начинают противодействовать тому, чтобы мы вступали в НАТО. Потому что сейчас главный противник НАТО – это коррупция, государство. А государством управляет администрация президента. И вот они не хотят, знаете, чтобы тут мы делали реформы. Это, кстати, очень важный аспект, потому что медийно, да, вот сейчас перестроили так вот историю всю, что вот мы тут такие воюем за НАТО, за запись, за то, чтобы Запад ограждаем вот от российской вот этой вот нецивилизованной орды, а вот нас не берут. Нам там совет какой-то пытаются представить, еще что-то. Байден потрясающе сделал. Он говорит, ну вот при всей его, ну скажем так, странности в поведении и высказывании, говорит, мы нет.
Мы не отменяем ПДЧ. Вот есть ПДЧ, вот давайте по ПДЧ, то есть по пунктам, что нужно. Ну и поехали. И тут как-то... Абсолютно то есть, правильно. Каждый пункт убивает коррупцию. Каждый пункт лишает их власти. Вот они и сопротивляются. Они хотят сохранить свою личную коррупцию. Посмотри на эти барабаны, которые закупают для бомбоубежищ. На ту же самую гуманитарку, которую разворовывают. И, конечно же, они не хотят допустить, чтобы к ним пришло НАБУ. Для этого им нужны ручные прокуроры. Для этого нам нужны ручные судьи. С одной стороны, для защиты себя, чтобы запутать эти дела в ДБР, в СБУ забросить, чтобы НАБУ, не дай бог, не разбиралась. А с другой стороны, им надо, чтобы преследовать тех, кто претендует на их власть. Потому что власть – это единственное, что у них есть. Они даже уже не советуются с людьми, которые являются профессионалами или были профессионалами. Даже в советники к себе не берут. Они никого близко к себе не подпускают. Они замкнулись в своей власти. И при помощи тех же прокуроров уничтожают любую оппозицию. На каждого оппозиционера сейчас куча уголовных дел. Вымышленных, настоящих. И везде беспредел творится. И весь этот беспредел развязан исключительно из администрации президента. Честно говоря, я не верил в то, что администрация президента заказывает дела, например, против меня. Я думал, те, но потом долго анализировал здесь, и все-таки я пришел к выводу, что только оттуда могли так скорректировать это преследование с 7 уголовными делами вымышленными, которые будут разваливаться. Вот что они делают. Потому что они защищают себя от любой критики. Это и есть зародыш авторитаризма. Но украинское общество, оно же видит, во что авторитаризм превращает правителя соседней страны. Лукашенко, Путин, они же все дурачками стали. И, к сожалению, наши такие же. Нам казалось, что у нас хороший парень. Но когда вы непрофессионала сажаете на высший пост государства, даете возможность назначать ему и всю полноту власти, управлять парламентом, правительством, любым назначением, он окружает себя ближайшим окружением, чтобы к нему не подпускали людей. Никакую другую мысль не подпускали, а только нашептывали. И вот мы уже слышим, в администрации президента есть 2 крыла, одно в кабинете сидит, оно зациклено туда на Буданова, Гагилашвили, кто там еще, а другое вот там Ермака, и они между собой. Что это вообще за дворцовые разговоры? Что это за средневековье? У нас что, Зеленский царь? Где такое вообще сказочная возможно? Русь, Геннадий Викторович. Сказочная Русь. Это сказочный совок. Потому что мы все из совка вышли, и, к сожалению, совок в голове остался, и люди думают, что если они попали на высшую должность, то они самые умные. Они не самые умные. Это стечение каких-то немыслимых обстоятельств, случайностей вас привело туда. Но вы не способны оценить величие того, что с вами произошло. И вы не способны меняться. А управлять такой страной, как Украина, на сегодняшний день авторитарно не получится. В силу того, что связи с международным сообществом требуют изменений антикоррупционной борьбы, работы НАБУ, всех институтов власти самостоятельно. Самостоятельно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь. Геннадий Балашов будет отмечен как пользователь YouTube. На мой телеграм-канал подпишитесь тоже. И все ссылки в описании, конечно же. Я вот на самом деле, ну опять, да, вот мы как бы не так я планировал нашу встречу, да, Геннадий Викторович. Я все-таки... Ой, у нас она всегда с тобой меняется. Да, я по ходу. Вот, как бы так, но не так я планировал нашу встречу. Но вот финальный вопрос я вот планирую все-таки задать, ну, как говорится, четкий и услышать вашу оценку происходящему. Мы видим, да, вот какая история с налогами, вот этими 2% отменой льготы, что вот вроде как отсрочка, вроде бы как не с 1 июля, успокойтесь, не нужно никакой, скажем так, паники. 25, кажется, процентов учетной ставки НБУ оставили. Ну, получается, что гривну будут сливать. Это ведь очень удобно. Нет,
Нет, не будут сливать гривну, я думаю, в силу того, что надо смотреть на другой показатель, он называется золотовалютный резерв. Золотовалютные резервы на сегодняшний день больше, чем были до войны. То есть они увеличиваются. Сейчас больше 30 миллиардов. Я не смотрел давно, но сейчас больше 30 миллиардов. Поэтому пока золотовалютные резервы на таком уровне, это значит, что Национальный банк Украины находится полностью под контролем европейских банков, европейской банковской системы. И там более-менее действуют правила. Там тоже не без проблем, но там действуют правила. И, как мы видим, гривну они удерживают. Вначале она улетела за 40, сейчас опустилась до 37. Я сам удивлен, насколько они хорошо держат гривну. Поэтому гривна, наверное, никуда, они не дадут просто ей улететь, чтобы не было паники среди людей. 25% это значит, что экономику они кредитовать не собираются. Просто и вообще не собираются. А так как кредитуется и Национальный банк дает деньги сейчас исключительно правительству, то, в общем-то, из правительства и забирают эти 25% рефинансирования. Ну, кто в здравом уме возьмет по такой ставке кредит? Только тот, кто либо их хочет украсть, либо правительство, которое вообще не думает. Ему просто надо деньги, чтобы закрыть вот этот месяц, следующий квартал. Поэтому вот такая ситуация происходит. Это говорит о том, что у Украины нет собственной финансовой направленности. Украина идет полностью на поводу у европейских стран, а там тоже есть свои финансовые спекулянты, которые на этом всем наживаются, в том числе и на финансировании Украины, на ОВГЗ, на тех же, выводе средств через НДС. Но у Украины нет своей собственной финансовой политики. У нас нет у Украины предложения мировому сообществу, что вы хотите. Когда я говорю, что если бы украинский истеблишмент взял на вооружение идею финансового рая на территории Украины, то есть системы низкого налогообложения, там 5-10, то тогда бы мы могли бы это предлагать. Тогда бы Зеленский мог бы выбирать человека, который будет проводить эту политику. Но так как Зеленский не профессионален, и он не может выбирать финансовую политику государства, он назначает тех, кто в уши нажужжал. А в уши ему сильнее жужжат. Такие спекулянты на сегодняшний день. Это европейцы, которые имеют доступ к финансовым ресурсам. А они советуют, вот там, Гетманцев хорошо, там, кто там, в правительстве Шмыгаль тоже хорошо, этот налоговик министром финансов тоже хорошо. Но наши же люди не задумываются о такой простой вещи. У нас министр финансов с самого начала закончил налоговую академию. Он работал всегда налоговиком. Он не работал ни в одной отрасли. Он вообще ничего не знает, кроме как собирать налоги. И у вас такой министр финансов, который отвечает за финансовую политику страны. В его голове сидит одно – ободрать еще больше своих собственных сограждан, своих соплеменников. И, к сожалению, этих людей слушает сегодня Зеленский. Хотя вот я думаю, ему очень нравится 5-10, поэтому он дал команду своему вице-премьеру, по-моему, или помощнику там, Шарме, найти людей, которые ему создадут что-то цифровое. Ну вот он сейчас повторяет 10-10-10 на будущую избирательную кампанию. И я знаю, что они, наверное, в свою избирательную кампанию ставят 10-10-10, которая тоже работать не будет. Они ее внедрять не будут, потому что, к сожалению, они не понимают, о чем они вообще говорят. И не допускают дискуссии с собой, не выслушивают чужое мнение, потому что оно не допускается, они не понимают. Ты не можешь спорить, когда ты не понимаешь. Вот они не понимают, но у них власть. Вот так вот оно у нас происходит, и мы катимся к тому, что население еще больше обнищает с этим руководством. И вот тогда они предъявят претензии исключительно администрации президента и действующему парламенту, в котором тоже произошел весь захват власти. Там все руководство парламента сегодня это политическая партия Зеленского. Зеленые. Других нет. Некому претензию предъявить. Все. Они допустили главную стратегическую ошибку политического истеблишмента. Они забрали всю власть, и все теперь претензии к ним. И все сейчас тянется прямо к Зеленскому. Вот Зеленский будет виновен во всем. Потому что он за все отвечает. За финансовую политику Зеленский. Он назначил. За парламент Зеленский. Он назначил. За правительство Зеленский. Он назначил. За Ермака Зеленский. Он назначил. За этого кого-то, министра обороны Зеленский. Всех руководителей в Киеве они поназначали в районы.
Они захватили всю власть, назначают смотрящих, курящих, пилящих. И в результате страна, к сожалению, параллельно с войной, еще страдает от собственного государства и некомпетентности политического центра. Да, вот такие времена. Спасибо вам большое, Геннадий Викторович, за ваше время и ваши мысли. Да. Удачи. Друзья, благодарю за просмотр этого видео. Пожалуйста, напишите, что вы думаете в комментариях. Подписывайтесь. Добра и света в каждый дом. Увидимся.